Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы с вами в городе Герои Керчь. Давненько я не снимал строительство путепровода над улицей Буденного, шоссе Героев Сталинграда. И вот мы двигаемся с вами посмотреть. По дороге смотрим, сколько стоит бензин в Керчи. Находимся мы сейчас с вами на Камыш-Бурунском шоссе и подъезжаем к путепроводу шоссе Героев Сталинграда. Вот здесь уже граница двух улиц проезжей части. Ну и как видите, здесь все бытовки убрали, и путепровод, который начали строить в 2020 году стоимостью 1,5 миллиарда рублей в тех ценах, должны были завершить к концу 2022 года. Мы с вами все наблюдали, я снимал, показывал, как демонтировали старый путепровод протяженностью 240 метров. Его строительство началось в далеком 1986 году и было приостановлено в 1990. Ну и так он простоял еще 30 лет. Потом прошли экспертизы, путепровод признали непригодным для эксплуатации и его демонтировали. Я это все в подробностях снимал. Ну и вот сейчас мы по объездной едем, шоссе Героев Сталинграда, и смотрим на новый путепровод, длина которого 184,5 метра. В нем будет 7 пролетов, 2 устойные опоры и 6 промежуточных опор. В каждом пролете будет по 11 пролетных балок. Вот сейчас мы с вами свернули на улицу Буденного. Вот считаем 11 балок. Это, собственно говоря, вот путепровод многоуровневой развязки, если правильным быть. И он проходит над улицей Буденного и над железной дорогой, которая ведет в Керченский морской рыбный порт. Здесь наша знаменитая река Джарджава, Джарджавское озеро, тут же рядом, вот за камышами все заросло. Неоднократно мы, когда можно было летать на коптере, пролетали над Джарджавой и смотрели на путепровод. Ну и вот, собственно, возвращаемся по улице Буденного и выезжаем опять на шоссе Героев Сталинграда. Как вы видите, полностью путепровод, все пролетные балки смонтированы, межбалочное пространство забетонировано. Вот железная дорога, которая ведет в рыбный порт. Ну, работы двигаются. Сейчас вот мы поворачиваем на улицу Верхнюю, чтобы поподробнее рассмотреть весь этот путепровод. Эпопея, конечно, здесь была долгая. Когда демонтировали старый путепровод, здесь был масштабный вынос коммуникаций, перекладка водовода большого диаметра, перенос линии электропередач, с которой очень долго возились, но в итоге все сделали. Даже у меня есть видео, как заваливали опору ЛЭП, которая уже отслужила свое. Ну вот видите, тут зеленые насаждения, заросла наша река Джарджава. Ну вот такой он путепровод здесь. Работы еще идут, масштабно тут все, конечно. Будут ведь и съезды, здесь такая полноценная развязка. И заезд на улицу Верхняя нужно будет сделать, и заезды, вот, собственно говоря, на сам вот этот путепровод на шоссе Героев Сталинграда. Вот, смотрите. Опоры промежуточные и над ними балки. Все это вот мы с вами смотрели, все это есть у меня в роликах, как вот это свайное поле здесь формировали под опоры, потому что здесь вот, если едем, вот сейчас смотрим, с другой стороны вот этого путепровода, если кто в теме и видел, помнит, там вот грязевые вулканы есть, совсем недалеко. Ну и, собственно, здесь вот сделали временную дорогу, объезд. Вот сейчас будет здесь хорошо видно, мы съедем в сторону для того, чтобы работы велись. Вот видите, дорога шла по прямой, но мы уходим чуть левее, чтобы сделать с путепровода примыкание к основному ходу шоссе Героев Сталинграда. А эту дорогу строили вместе со строительством Крымского моста еще в далекие времена, уже можно сказать далекие, но этот временный объезд сделали. Сейчас мы с вами выйдем на путепровод шоссе Героев Сталинграда над железной дорогой, ведущей на Крымский мост,
И вот, собственно, здесь вот хорошо видно, видите, раньше дорога шла прямо, потом уходила направо, объезжая вот этот путепровод. И в идеале, когда все будет готово, будет сквозное вот здесь движение, вот где экскаватор стоит, будет движение прямо. И, ну, естественно, будут съезды на Буденного, заезд с улицы Буденного. Так что работа еще здесь непочатый край. Но подрядная организация Азимут обещает к концу 2025 года путепровод, вот этот, всю эту многоуровневую развязку, как правильно она в документах, сдать в эксплуатацию. Но посмотрим, как будет. Много таких уже обещаний было. Сколько стоимость этого проекта, я уже не знаю. Начальная, я помню, стартовая стоимость была 1,5 миллиарда рублей. Но явно, что из этого уже выскочили, из этой сметы, и я думаю, намного. Ну а заказчик — служба автомобильных дорог Крыма, заказчик вот этого всего строительства. Вот сейчас мы двигаемся с вами по шоссе Героев Сталинграда. Я помню, этот путепровод был открыт 13 мая, а 15 мая была открыта автомобильная дорога, была открыта автомобильная часть Крымского моста. Как это было давно, это 2018 год. Вот уже сколько. Это автомобильная часть. Ну и вторая часть нашего видео, тоже вот поворот направо. Сделали наконец-то дорогу, подъезд через Верхний Солнечный к станции Керчь-Южная. Приблизительная длина этой дороги до станции 1400 метров, ну и ширина где-то 7,5, наверное, 8 метров по одной полосе в каждую сторону. Ну и видите, сделали вот барьерное ограждение, сплошная полоса. А то, помните, тогда в последнее время хоть так сделали, асфальтные крошки насыпали, укатали, ну и то было хорошо, потому что ехать через весь город, выезжая за Керчь, чтобы вот снизу подъехать к станции Керчь-Южная, то еще удовольствие. Ну а здесь вот такую шикарную дорогу сделали, мы смотрим с вами. Сделали остановки там, я вот не знаю, по-моему, уже ходит сюда маршрутка, заезжает какая-то, чтобы забрать и привезти пассажиров. Вот с правой стороны мы видим с вами, вот будет сама станция Керчь-Южная. Ну, когда она строилась, мы с вами все внимательно следили за этим процессом. И вот с левой стороны, видите, как положено, тротуар сделан, освещение по всей длине этой дороги. Ну и, конечно же, нужно здесь было сделать, вот смотрите, стояночные места для автомобилей, парковку с разметочками, пешеходный переход. Сделано, кстати, все красиво, шикарно. Ну вот, я показываю, это все очень здорово сделано. Вот остановка. И смотрите, здесь вот разворотное кольцо такое сделано. Вот приехали, постояли, забрали пассажиров, если вы с этой стороны, и разворачиваетесь и едете в обратном направлении. Ну а кто не хочет ждать, допустим, приехали на поезде, по пешеходному переходу перешли вот над железной дорогой, над самой железкой, и вышли в эту сторону. Но хочу сказать, на Привокзальной площади там ходят автобусы каждый час, но это долго, там надо ехать через всю Керчь на автостанцию. Здесь, конечно, гораздо удобнее, и можно вот, если нет долго автобуса или там не заказывали такси, пешочком вот по тротуарчику пройти и выйти 1400 метров, 1,5 километра, и выйти на Верхний Солнечный. Там уже маршрутки разные ходят довольно-таки интенсивно. Вот очень хорошо здесь видно, справа тротуар, слева сама железная дорога, ведущая на Крымский мост из Крымского моста. Ну а впереди мы видим вот многоэтажки, это Нижний и Верхний Солнечный. Здесь интересно тоже сделали, вот с этой дороги выезжаешь на шоссе Героев Сталинграда, и поворот только направо. Но сейчас
мы посмотрим с вами. Это вот если направо и по прямой Варшинцево поедете. Если кому нужно вернуться в центр, здесь все тоже продумано, сделано хорошо. Выезжаете на шоссе Героев Сталинграда, и через там метров 100 разворотная петля будет. Вот сейчас мы это все с вами увидим. Видите, знак «Уступи дорогу» и поворот направо только. Вот мы выезжаем с вами на шоссе Героев Сталинграда. Сразу включаем левый поворотник и уходим в левый ряд. Вот. Разворачиваемся. Прямо пошла дорога Варшинцево. А мы разворачиваемся с вами и едем в сторону центра. И сейчас опять проскочим с вами по шоссе Героев Сталинграда, по путепроводу над железной дорогой, ведущей на Крымский мост. И посмотрим еще вот строительство издалека, уже с этой стороны, строительство путепровода над улицей Буденного и над железной дорогой, ведущей в порт, морской рыбный порт. Это все будет шоссе Героев Сталинграда. Ну, здесь вот светофоры, как всегда. И мы тут с вами вот поворачиваем, видите? То мы будем ехать прямо, когда все это сделать. А сейчас мы вот съезжаем объездную. Ну, здесь был поворот, всегда был вот съезд шоссе Героев Сталинграда. Ну, сделали вот дополнительную временную дорогу. И мы вот смотрим с вами с левой стороны как раз будет, собственно, сам путепровод. Вот эти дома, это улица Буденного. И вон он, путепровод виден. Напомню, протяженность путепровода 184,5 метра, ширина 24 метра. 11 пролетов, если быть точным, вот так. Вернее, 7 пролетов. Каждый пролет состоит из 11 балок, заговорился. 2 устойные опоры и 6 промежуточных опор. Вот она, как раз здесь все хорошо видно. Ну и, конечно, это только основной вход, а к нему еще нужно будет подъезды делать. Эпопея, конечно, еще долгая. Ну, я не знаю, как они обещали только вот сам путепровод сдать к концу года или полностью развязку. Ну, если полностью развязку, то еще тут нужно что-то сделать, переключить движение, но работы еще много. Ну вот, собственно говоря, мы выезжаем с вами опять на Камыш-Бурунское шоссе. Посмотрели, как выглядит путепровод и шикарная дорога к станции Керчь-Южная, Новый парк. На этом буду заканчивать, дорогие друзья. Подписывайтесь, не забывайте поставить жирный лайк. И всего вам хорошего и до новых встреч в новых роликах.